Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения. Давайте посмотрим, сделаем на две позиции. Так, пока можно выбирать. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте с единички начинать. Двоечки пока подождут. Так, что у нас по сигнификации вашего мужчины? Так, ну, знаете, сейчас он испытывает очень такие большие трудности на работе, обо всем этом постоянно думает, прямо все мысли заняты вот именно потерей денежных средств, да, то есть либо его уволили, да, либо бизнес прогорает, что-то вроде этого. При этом по сигнификации довольно страстная натура, да, умеет делать и подарки, умеет и эмоционально разговаривать, да, особо ничего привык не скрывать. Да, даже бывает, знаете, такое ощущение, что любит ревновать, да, может это делать. При этом действительно также еще впадает в такое вот состояние, когда слишком много как бы думает о проблемах, да, и не может из них вырваться. В остальном же довольно отзывчивый, довольно бывает добрый человек. Так, что же вы думаете об этих отношениях? Давайте посмотрим конкретно вы. Так. Но, знаете, здесь у вас новое начало, да, новый такой жизненный этап в данных отношениях. При этом вы надеетесь увидеть возле себя мужчину, который действительно способен будет вас защитить, да, который сможет за вас постоять, который действительно сможет как бы подставить свое плечо вам, да, то есть помочь в этой жизни. При этом считаете ли вы этого мужчину достойным? Отчасти да. Да, вы готовы с ним быть как бы и в трудностях, да, главное, чтобы эти трудности были не всегда, и при этом, чтобы он с ними как бы боролся, опять же, да, то есть он не просто опускал руки, тогда вы готовы пережить как бы все, скажем так, невзгоды, при этом поддерживая данного мужчину. В принципе, вы считаете, что данные отношения имеют место быть, да, вам мужчина нравится, опять же, и нравится действительно то, как он мыслит, да, его поступки, опять же, и то, что у него, в принципе, есть цели для достижения. Так, что же он думает? Давайте посмотрим. Так. Ну, прежде всего, ему с вами комфортно. Да, он готов вас радовать, хочет это делать. При этом готов искать как бы и новую работу, готов действительно и денежку заработать, да, в сложившейся ситуации. То есть здесь он действительно ценит ваши отношения и хочет продолжать их, да, то есть здесь действительно оба человека, по сути, хотят работать над ними, хотят строить как бы отношения совместно, да, то есть не вижу каких-то таких вот теневых вещей, да, то есть вы ему безумно нравитесь, да, то есть здесь и страсть присутствует, и он не смотрит в сторону других там женщин, да, как это бывает часто с мужчинами. При этом, знаете, действительно очень сильно хочет вас чем-то радовать и очень расстроен, что у него это не выходит, да, вот в ближайшее время, скажем так, то, что сейчас у него происходит. Оно пытается выкрутиться из этой, конечно, ситуации, да, когда нет денежных средств, да. Так, давайте посмотрим про ваши чувства, да, что вы чувствуете на самом деле к нему. Ну, знаете, у вас присутствует все на самом деле, и эмоции, и страсть, чувства, да, и хотите быть с данным мужчиной, при этом
знаете, готовы вкладываться в отношения довольно сильно, да, то есть такое ощущение, что вы уже выбрали, по сути, своего человека, да, то есть вы действительно имеете к нему чувства, хотите, по сути, быть с ним, да, то есть у вас на подсознание есть, конечно, моменты, что вы должны быть сильнее, чем есть на самом деле, да, но вы как-то справляетесь, и действительно ваши отношения строятся, можно сказать, что благодаря действительно вам, да, благодаря вам, вашей силе, вашему терпению и вашему, знаете, такому лавированию между ситуациями и между возможными конфликтами, да, и опять же есть решение данных конфликтов. То есть на самом деле вполне себе. Так, давайте посмотрим, что он к вам чувствует. Слушайте, ну, честно вам скажу, здесь вы для него, ну, принцесса, королева, да. То есть можно сказать, что он к вам и страсть испытывает, да, в сексуальном плане. Он и хочет постоянно быть с вами. То есть на самом деле у вас просто замечательный тандем в этом плане, да. И хоть вы и испытываете сейчас трудности в вашей семье, да, в ваших отношениях, тем не менее, данные трудности, они как бы наоборот только такое ощущение вас сближают, да, потому что здесь и любовь есть, и страсть есть, да, мужчина не предатель, да, как это бывает. Опять же, и вы готовы побороться, да, за данные отношения. То есть на самом деле вам можно только позавидовать, потому что здесь нет какой-то прям вот именно темноты, ее нет, просто отсутствует. Да, трудности показаны, но они не такие уж прям большие и не такие, с которыми вы оба не справитесь, понимаете? То есть на самом деле все идет у вас своим чередом. Давайте ближайшее будущее посмотрим, что вас ждет. Честно скажу, проблемы с деньгами один период будут усиливаться. В ближайшее время, да, это мы берем месяца 3. Все это будет усиливаться прям таким потоком очень сильным. Вы даже будете чаще ссориться, да, не будете, скажем так, видеть выхода из данной ситуации, да, денежной, проблемной. Но посмотрите, кто-то даст вам шанс. Да, то есть придет такой денежный шанс, либо это будет старый какой-то знакомый, да, либо какой-то приятель, придет человек, вашу семью, которого вы знаете довольно очень давно, да, и он вам даст действительно хорошую весть, какой-то способ, да, выбраться из этой ситуации. То есть вам нужно его ждать. Он будет как такой, знаете, посыльный, который принесет вам благую весть и действительно выход из данной ситуации. Потому что на данный момент вы уже все перепробовали, но не можете как-то вот выйти от всех этих трат, да, от потери денег очень сильной, особенно когда проблема действительно с работой. Поэтому здесь, ну, ждите, ближайшее будущее, да, оно вот будет довольно хорошим. Давайте совет конкретно для вас. Ну, знаете, здесь по совету одолевают вас мысли иногда, вы знаете, такие чужеродные, скажем так, которые мешают вашим отношениям. Иногда вы думаете, блин, как же я устала, да, хочется вот чего-то другого. Но здесь вот, понимаете, главная такая вещь, у вас хорошие отношения. Да, не нужно их менять ни на какой-то роман, да, ни на какие-то краткосрочные, ни в коем случае. Это только все разрушит, да. Вам нужно действительно просто сохранить данные отношения, да, мысли мыслями, проблемы проблемами. Но хорошие отношения, по сути, это когда два человека работают над проблемами, конфликтами, да, бытовуха присутствует всегда. То есть здесь действительно смысл в том, чтобы вместе преодолевать ситуацию, понимаете? Поэтому вы это и так уже делаете, да, усталость есть, но просьба такая: не сдаваться. Проблемы проблемами, но двигаться надо вместе, тем более у вас такие хорошие отношения, да, поэтому подумайте. Здесь соберите
оставшуюся волю в кулак, да, и просто идите вдвоем вместе. Так что как-то так, единички. Так, давайте уберем. И сейчас будем переходить к двоечкам. Давайте посмотрим двоечек, посмотрим сигнификацию мужчины. Так, ну здесь по сигнификации присутствует такой вот нарцисс, сразу скажу. Любит себя довольно сильно, любит деньги, любит определенную власть, да, как маленькую, так и большую, он прямо ей упивается. При этом довольно легкомысленен по отношению, в принципе, к жизни, по отношению к работе, по отношению к людям. Умеет рубить отношения, умеет рубить определенные как бы связи, да, как и с коллегами, так и вообще с друзьями, с приятелями, да, то есть это постоянная история. Друг пришел, друг ушел, да, человек не задерживается в отношениях любых, вообще, если честно, никогда. При этом, знаете, ищет комфорт для себя лично всегда и не особо привык думать о других. То есть это у него прямо видно, он это даже и не скрывает, понимаете, честно вам скажу. Так, давайте посмотрим, что вы думаете, да, об этих отношениях. Но, знаете, у вас смешанные чувства, поскольку вы чувствуете какой-то обман в данных отношениях. Мужчина вам говорит слишком много приятных слов, он говорит, что он богат, он говорит, что он вас любит, да, что действительно вы очень красивая, что никого краше вас нет, да, что он весь из себя такой, как бы держит весь мир в кулаке, понимаете, то есть вот такая вот история. И вам немножко стало не по себе, да, потому что на самом деле вы прекрасно понимаете, что такого не бывает, да, и вы не знаете, что действительно хочет от вас данный мужчина. Вам он, конечно, нравится, да, внешне, но он ведет себя как-то скрытно, действительно, он берет и, по сути, постоянно скрытничает, да, не знает, что вы не знаете, вернее, да, что действительно он хочет, да, и что конкретно вам, по сути, ну, как бы делать, да, что он чувствует, что он несет в себе, понимаете? Вы этого абсолютно не знаете. Поэтому, конечно, ваша такая первая мысль об этих отношениях, что, скорее всего, это какая-то такая фальшь, но вы надеетесь, что оно не так, понимаете? Что он думает? Ну, знаете, здесь, честно вам скажу, ваша интуиция вас не подводит, да, то есть здесь мужчина действительно вас, можно сказать, что дурачит, понимаете, потому что и Паш у нас вышел, да, пентаклевый, то есть он, честно вам скажу, есть вот это вот пользование и денежное пользование, да, возможно, он от вас что-то требует постоянно, наподобие, там, скинь денег на какой-то билет, может быть, либо там я попал в неловкую ситуацию, там, одолжи денежку, то есть, ну, идет вот такое вот пользование, понимаете, хотя, как он говорит, у него деньги есть, да, у него деньги есть, у него есть, как бы, весь мир, но, увы, как бы он почему-то просит у вас в долг, понимаете, то есть вот такая у нас история получается с данным мужчиной, странная очень, понимаете. Но здесь, честно вам скажу, он за вас бороться не будет. Если появится кто-то еще на горизонте, он смело уйдет к этой женщине. Да, то же самое, если у вас кто-то появится, он даже не будет особо как бы, вступать в
какую-то передрягу, понимаете, то есть ему комфортно, пока все есть вот как есть, да, то есть без особой ответственности, да, и особенно, когда вы даете ему деньги, то есть я бы задумался. Так, что же вы чувствуете на самом деле? Ну, честно, вам он нравится, но вы в глубине души понимаете, что он вам не подходит и что он явно не для серьезных отношений, данный мужчина. Понимаете, то есть здесь вы попросту а, смотрите внутрь себя, да, на свою интуицию и боитесь попросту, понимаете. Есть это понимание, но ваша такая надежда останавливает вас, да, потому что вы были а, не так долго в отношениях, да, вы хотите отношений, вы хотите семьи, да, возможно, детей, да, и здесь такая вещь, что данный мужчина, как вы считаете, а, может это вам все дать, да, вернее, вы хотите так думать, да, что данный мужчина способен вам все это дать, но на самом деле мы с вами видим, что при открытии как бы вот этой всей завесы тайны данного мужчины, его подсознания, да, то, чего он действительно хочет, это глубоко не так. Но почему-то вот ваша надежда, да, надевает на вас вот эти вот розовые очки, и вот вы стараетесь это, знаете, так подавить, вот подавить все эти ощущения, да, что что-то не так. И у вас это довольно хорошо получается. Так, давайте посмотрим, что же он чувствует к вам. Но здесь, знаете, честно скажу, есть ловушка. Он играет роль, понимаете, он играет роль идеального, он играет роль мужчины, который готов на все. Да, то есть здесь фальшивая страсть, фальшивая любовь, фальшивые эмоции. Он надел маску и вам ее транслирует, вам ее показывает. Но, к сожалению, ничего из этого нет. Понимаете, это все не настоящее, по сути. Поэтому здесь, ну, не могу сказать по-другому, он просто вами пользуется, он рад, что у него получается, да, как-то и денежку позаимствовать, и как бы вы ему, безусловно, физически нравитесь, да, но, честно вам скажу, он считает вас немножко такой вот легкомысленной, может быть, даже глуповатой, да, то есть, что позволяете ему как бы вами пользоваться. Вот то, что в его голове, вы можете себе представить. Так что, ну, здесь я бы на вашем месте действительно подумал и уже как бы решил, стоит ли дальше быть с этим мужчиной, потому что, ну, это актер. Вот просто актер, который берет еще, пользуется, как вот такой вот паразит, понимаете, то есть, ну, по-другому, к сожалению, не могу сказать. Ближайшее будущее. Но в ближайшем будущем будет у вас такое недопонимание, которое выльется как бы, знаете, в такую полуточку в ваших отношениях, да, благодаря мужчине, ему что-то надоест, да, в ваших отношениях, и он решит как бы взять паузу, понимаете, но он как бы вас просто уберет такой в долгий ящичек, скажем так, и вы будете лежать в этом ящике до момента, когда ему снова понадобитесь, да, то есть в этот же момент он, по сути, честно вам скажу, уйдет к другим женщинам, понимаете, именно к женщинам, заметьте. Либо это будут там в клубе, либо еще что-то, да, то есть их будет много, и они будут его как бы окутывать, скажем так, потому что вот, ну, это кошмар. Когда вы, между прочим, будете горевать и думать, что сделали что-то не так. Но на самом деле, честно вам скажу, это дело все в мужчине, да, когда такое случится, вы ни в коем случае не переживайте, с вами все хорошо. Да, это мужчина все это придумал, он решил просто вот так вот отдохнуть, да, он решил вот так вот просто взять и как бы, ну,
по сути, сделать, да, специально, потому что он не ценит вас совершенно. Он ценит именно ваш какой-то кошелек, да, и просто приятное времяпровождение. Но на серьезные отношения не рассчитывайте. Совет. Ну, совет здесь краток. Да, вам честно скажу, нужно выйти из данных отношений, да, то есть особо не ждать каких-то изменений. Карта даже рекомендует выйти из данных отношений довольно быстро, да, не дожидаясь ближайшего будущего, не дожидаясь вот этой вот полуточки от мужчины. Да, то есть вы подумайте насчет этого, поскольку здесь все выглядит действительно так, что мужчина просто вот так вот сел на вас, да, и как бы все, свесил ножки, понимаете? То есть на самом деле так быть не должно. Вы самодостаточная женщина, вы действительно хотите быть любимой, и вам нужен другой мужчина. Понимаете, другой мужчина, который вас полюбит, хорошие, здравые отношения, да, то есть здесь не должно быть так, как вот у вас, к сожалению. Поэтому вы подумайте, выбор, конечно, за вами, но, честно вам говорю, ваша надежда и эти розовые очки необходимо снять. Необходимо снять и понять, что хороший мужчина, он придет чуть попозже, да, но не стоит обращать внимание на данного экземпляра, да, потому что, видишь ли, никого больше как бы нет, да, не бойтесь остаться на какое-то время одна, понимаете, это самое главное, потому что о вас попросту, ну, вытирают ноги, а так нельзя, так вот просто нельзя, не позволяйте себе, возьмите себя в руки, да, и просто выйдите из данных отношений, да, но, опять же, выбор за вами. Ну, у меня на этом все. Надеюсь, вы прислушаетесь к советам обязательно, да. Не забывайте подписываться, буду всем очень сильно рад. Пишите также комментарии, да, ставьте лайки. Не забывайте, что я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.